За 2 месяца, прошедшие с момента, когда предприниматели должны были начать менять кассовые аппараты на так называемые онлайн-кассы, в Новосибирской области установили около 3500 новых устройств. Всего же замене подлежат 20 тысяч касс. В налоговой инспекции признают, техники нового образца попросту не хватает, а предприниматели жалуются на дороговизну аппаратов и сложности в эксплуатации. Артем Шершнев продолжит тему. До 1 июля предприниматели должны полностью заменить традиционные кассовые аппараты на кассы с автоматической передачей данных в налоговую инспекцию. Привычные устройства с этой даты становятся вне закона. В налоговой инспекции говорят, это только на руку коммерсантам. В перспективе на основе собранных данных, на основе критериев риска совершения возможных нарушений будут назначаться соответствующие проверки. А проверки будут точечными, скажем так, не так, как сейчас. Соответственно, количество проверок, как мы предполагаем, существенным образом изменится. Это плюс для бизнеса. Бизнесмены, однако, оптимизм налоговиков не разделяют. В Томской области сейчас работает немногим более 1000 новых аппаратов. Большинство предпринимателей менять технику не торопятся. Посчитали 30 тысяч. Я пока еще положительно в этом вообще ничего не вижу, потому что знаю, когда все предприниматели подключатся, это будет примерно все в одно время, они все подключатся к 1 июля. И я вот почему-то думаю так, что кассы начнут зависать, когда будем закрывать день или отправлять эти отчеты. Это также было, как система эгоист с алкогольной лицензией. Затраты на покупку новых кассовых аппаратов государство возложило на владельцев бизнеса. И если для крупного магазина модернизация может пройти относительно безболезненно, то хозяина небольшого киоска новшество ощутимо ударит по карману. Если хорошо поискать, можно найти кассу там где-то в районе 18 тысяч рублей. Но если сильно не усердствовать, наверное, можно найти дороже. Соответственно, дальше идут кассы более дорогого класса. Ухудшаются условия, так скажем, сейчас. Там покупательская способность населения несколько упала. И вот это возрастание издержек очень не хочется, чтобы привело к тому, чтобы это толкало предпринимателей в серую зону. И мне кажется, это крайне недальновидная политика, потому что мы сегодня можем собрать с этих людей и наполнить бюджет, но завтра вообще не с кого будет собирать. При этом даже в налоговой инспекции признают, быстро поменять технику на новую не получится. Поставщиков оборудования слишком мало. Так, в Новосибирске срок доставки после заключения договора составляет от 2 недель до месяца. И это учитывая, что спрос на кассы с фискальным накопителем сейчас, мягко говоря, далек от ажиотажного. Артем Шершнев, Денис Солдаткин, Ольга Маховская и Дарья Швыдкая. Новости здесь, Новосибирск.